Ну, родители считают, что ничего не происходит. Наш президент знает, что он делает. И не надо хаять мою страну. Да, вот так, а вот так, англосаксы. Тебя же, дурочку, спасают. Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей. Германия после той войны сколько? По-моему, 20 лет приходила в чувство. Я не могу 20 лет своей жизни уже сидеть и ждать. Ой, когда это тут все в чувство придут? Близкие так же, как так же, как и знакомые. То есть первый день шок, второй день уже да что ты успокойся, да не нервничай, да они бы на нас напали, если бы мы не напали, тебя же, дурочку, спасают. Ну, весь вот этот вот набор реально, ну, как близкие, родные люди, да. И тем более, когда у тебя в доме, ты сумасшедший дом прямо у тебя в доме, то, ну, как бы совсем страшно становится. Поэтому я купила билеты. Я купила билеты уже вот в субботу или воскресенье, не помню. 28-го я с дочкой улетела. Дочка подросток, ей 11 лет было на тот момент. Летели. Я просто бежала, потому что, ну, вот это вот очень страшно, когда... То есть у меня было ощущение, что, ну, сейчас же все скажут, что это дичь, что так нельзя. А никто не говорит. Посмотрела, кто там выходит на там, площади, да, очень мало людей, очень мало. И опять эти картинки, когда их вяжут, тащут, засовывают в автозаки страшные эти. Вот, конечно, я не пошла никуда, потому что куда? И мы летели через Стамбул, потом в Афины, потом в Мадрид, потом дальше там, куда нам надо. Тогда еще действовали коронавирусные ограничения, было мало рейсов и так далее. Но уже было все равно. То есть я попадала в Стамбул, и я искала дальше билет на Афины. Попадала в Афины, я смотрела дальше билет на Мадрид. Очень тяжелое ощущение в аэропорту, когда это просто ночной кошмар реально, который вот мне кажется, что я его ждала всю жизнь почему-то, потому что я, значит, вот с того момента, как стал возможен выезд за границу, да, загранпаспорта, шенгенские визы, то есть это 30 лет фактически. 30 лет у меня и у моих детей были загранпаспорта с шенгенской визой, они ни на день не прерывались, как только заканчивалась одна, я шла делать другую, потому что почему-то было ощущение, что какой-то кошмар в любой момент может наступить. Вот это, конечно, тоже тяжело, когда вот нет уверенности в этом во всем. И тут вот этот ночной кошмар, мы приезжаем в аэропорт с дочкой, и схлопываются рейсы, отменен, там Париж отменен, Барселона отменен, Стокгольм отменен, все отменено, пустой аэропорт, закрыты кафе, и только сидят перед вот стамбульским рейсом люди с лицом, как будто, ну вот они прям все похоронили всех родственников и вообще не знают, как дальше жить. Очень такой был печальный. Самолет огромный был, полностью заполненный. И у людей были одинаковые выражения лица вот на этом рейсе. Я думаю, ну неужели вот целый самолет людей, которые наконец, а то не все сошли с ума. Ну, в общем, это тяжелые были первые эти дни, конечно. Родители считают, что ничего не происходит. Наш президент знает, что он делает. Не надо хаять мою страну, ну вот из этой серии. Ой, у нас с Украиной гражданская война, ничего страшного, все пройдет. Ну, повторение этих историй, что Украина не существует там, в том виде, в котором она существует. Ну, это оттуда все это телевизионная история. Люди в возрасте, да, больше, конечно, смотрят телевизор. Ну, да, он им как друг, приятель, собеседник, потому что дети бегают где-то, делами заняты, там 5 минут поговорят и все.
То есть, наверное, мы виноваты. То есть надо было приезжать заранее, еще задолго, за несколько лет до того, как это началось, все это отключать, объяснять, говорить. Ну, никто не знал. Как сейчас это в России-то шутили, пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей. Но дело в том, что у них же есть доступ. Сейчас люди, ну, с образованием, по крайней мере, те, которые в крупных городах живут, даже пожилые, даже там и за 70, и за 80, у них же есть доступ в интернет, да, они же там общаются со мной, они скачивают оттуда фильмы, там какие-то сериалы. У них все есть, но почему-то они считают информацию, которая в интернете, ну, как бы неверный, ошибочный. А на телевизор у меня такое впечатление, что это как, ну вот пьянице скажи, не пей ты, да, по 2 бутылки каждый день. Он скажет, с ума сошел, это же полезно для здоровья, это вино. Вот. Или человеку, которым курит, скажи, не кури. Он объяснит, что это вы там духами не душитесь, а я курю и курить буду. И такая же, получается, история с телевизором. Он стал таким наркотиком, потому что люди злятся. То есть даже когда не пытаешься рассказать что-то про ситуацию, а просто говорит, выключить телевизор, пожалуйста, ну на месяц. Ну вот проветритесь, а потом посмотрите, как у вас. Ну хорошо, смотрите в интернете новости, но не можете без новостей, ну просто ленту просматривайте. Прямо агрессия встречная. Нет, даже не говори, сама выключи свой интернет, а нам телевизор не мешай смотреть. Но сейчас на самом деле же не только телевизоры, сейчас же появились гораздо... То есть телевизор он просто обманывает. Ну просто обманывает, все хорошо, ничего не происходит. Спецоперация, точечные удары по нацистам, наркоманам. Никто не умирает, потерь нет, вообще все отлично. Ну и вот эти споры, которые вот так, а вот так, англосаксы, ну вот это все. А сейчас же в интернете вот эти Z-каналы, да, которые появились, так там просто людоедская совершенно тематика. И многие люди, которые вот моего возраста, да, или даже помладше, наверное, они же туда пошли. Да, типа, ну давайте проверим, да? В интернет говоришь, пойдем в интернет, а в интернет очень на разные можешь попасть. Это вовсе не значит, что ты попадешь на какую-то либерально-демократическую повестку. И ты не обязательно в этом окажешься пузыре, ты можешь пойти в эти Z-каналы совершенно людоедские и вот в это вот во все поверить. Они тоже хорошо, так сказать, влияют. Я вот сейчас уже, я пыталась, конечно, изменить позицию, я говорила, я пыталась, но я как бы встречала встречную агрессию. И я думаю, что это не только из-за телевизора, что телевизор там важнее дочери или там сестры, или, ну, у кого какая ситуация. Дело в том, что люди нашли себе психологическую защиту. Они же не могут сказать, ой, мы участвуем в таком кошмаре, мы напали на другую страну, мы убиваем людей, они же должны тогда это принять свое участие вот в этом во всем. И у них получается, ну, даже это дискомфортом не назовешь, это совершенно страшная такая ситуация в голове, да. Они же, особенно старшее поколение, выросли на вот этом «нет войне», там, не дай бог, когда-то будет, что-то случится. Это еще вот от моих дедушек и бабушек, да, которые воевали, которые видели, что такое война. Сидит как бы людей в голове, и поэтому они не могут, и они защитились. А телевизор им дал вот эту вот удобную позицию. Да? Он им как бы сказал, ничего не происходит, не волнуйтесь, товарищи, все хорошо. И они ее приняли быстро, и накидал им какие-то причины, почему так надо было делать, и почему все хорошо. И все, и не надо ничего. А когда ты им даешь
позицию другую, да, получается, что ты им говоришь, так ты виноват тоже. Ты тоже виноват, ты в этом участвуешь, да, ты не говоришь, что твоя страна виновата, да, ты ее не осуждаешь. Ты, в конце концов, если люди работают, ты платишь там налоги, и все эти налоги идут на строительство там ракет, танков, которые летят там по мирным украинским городам. Еще же как бы есть предприниматели, да, которые стараются как бы выжить. Вообще предпринимательство, вот это мелкий, средний бизнес в России, это как вот собачка в цирке. Планку тебе поставили, ты прошел про ней, да, тебе ее пониже, там, наклонился, проскочил, потом, а теперь ползи под ней. Вот сейчас уже это, а теперь ползи, да. То есть люди такие находят пути, решения, чтобы вот это все заработало, договариваются с одной фирмой, с другой, с третьей, везут там северным морским путем, что только не происходит. Они привыкли вот к вот эту вот роль, да, выполнять вот этой собачки в цирке, да, и с них же все налоги собирают, это же не пенсионерки там, правильно, все идут основные. Как вот им это все принять, да, что они прям сильно участвуют они в войне, получается, да? То есть они, экономика, как говорят, экономика – это кровь войны. Про бизнес в России, как я говорила, это цирковая собачка, все время придумывают какие-то сложности. В 2014 году, наверное, по-разному. Просто у меня был бизнес, связанный с Европой, и импорт из Европы. И взяли, подняли курс 2 раза для того, чтобы в бюджете заткнуть все дырки. И поэтому очень много фирм просто разорилось еще в 2014-м. Они разорились. Я знаю лично этих людей, они прям посыпались. Ну, кто чем занимался, пошел, кто-то на работу устроился. Но мы выжили, но мы занимались именно выживанием. И на вопрос, где вы были 8 лет, я выгребала из той ямы, которую нас макнули в 2014-м. Как ни удивительно, в 2021-м мы вылезли. Но тут уже контрольный в голову. Это можно. Я говорила, что предприниматели придумывают разные пути обхода, перехода. Все это, конечно, снижает их доходы, увеличивает там налоги, взятки, транспорты. Но не готовы играть в эту игру. Просто, мне надоело. К российской власти я относилась... Да я и в 90-е к ней нормально относилась, на самом деле. Что-то, какая-то движуха пошла, я была молодая, открылись какие-то возможности, коммерция. Потом, значит, вот когда я устал, я ухожу, пришел Путин, Путин и Путин, ничего я не видела в этом страшного. И все нулевые ничего не видела страшного. И когда в 2012-м были большие протесты, я знаю, я там не участвовала. И я говорила, не отстаньте, не мешайте работать, что, все хорошо. В 2014-м я почувствовала экономически и стала смотреть, что происходит. И поняла, что экономика падает. Она падает. В нулевые что было? В нулевые, во-первых, в 90-е провели рыночные реформы. Запустили капитализм, что называется. Вот этот рыночный процесс, который поднимает любую экономику. Путин и компания, они в нулевые на этом ехали. Плюс была высокая цена на нефть. И даже кризис 2008 года, это был мировой кризис, проскочили, в общем-то, неплохо. Потом был Медведев, свобода лучше, чем не свобода. Какое-то, казалось бы, кажется, обновление, что-то опять поменяется. А нет, не поменялось. Но только вот то, что произошло ужасное в 2012 году, когда Путин вернулся, я поняла только в 2014. Но это все равно было для меня еще не трэш, да, не ужасное. Ужасное произошло, когда я поняла, что пытались отравить Навального, что человека реально пытались убить.
И для меня это too much. Ну, то есть политические убийства – это too much. И тогда я стала как бы уже активнее говорить, писать. Ну, кто ж послушает? Если даже сейчас не слушают, о чем говорить? Но я никогда не голосовала за Путина и говорила всем этого не делать по одной причине. Хотя лично к нему ничего плохого тогда не имела. Нельзя на одного человека ставить, нельзя. Нету конкуренции, это обязательно будет авторитаризм, тоталитаризм, это будет без тебя решаться за тебя все вопросы. Должна быть 2-3-партийная система. Если это не так, то все будет очень плохо. Вот это вот я говорила все последние 22 года. Телевизор говорит же людям, что у нас нет потерь. Если послушать выступление Коношенкова, там просто какие-то единицы убитые. И это же не наши. Пока нету вот в близком окружении, скажем так, этих смертей, да, то до людей не доходит. Кажется, это какие-то там добровольцы, какие-то сильно желающие. Государство, кстати, боится вызвать недовольство по поводу вот гибели людей, знакомых, там, детей, отцов. Боится, потому что вот эта мобилизация, она так как-то стартанула и раз, все. Причем в Москве, в Питере прям очень быстро. Все, нет никакой мобилизации. Сидим, не нервничаем. Вот. А откуда то, что там в Дагестане, например, там, ну откуда в Москве, им же так не рассказывают, да, количество могил, количество трупов, количество. Афганистан вот в Советском Союзе сколько лет было, сколько, как долго. И люди все это терпели и съедали, и там были же, шли только призывники в Афганистан. Тогда же не было никаких наемных и добровольческих и так далее. Съедали это, спрятались, как страусы. И это, кстати, не только старших людей с телевизором относится. Спряталась молодежь, очень сильно спряталась. Вот от молодежи я не слышала людоедских позиций, да? Не слышала такого, что все прям хорошо и волшебно там на этом СВО. Но слышала, ну зачем? Ну не надо нам это говорить, у нас все хорошо. Вот тут женились, вот тут дети, ипотека, работа, слава богу. Все хорошо, ничего не происходит. Мы знать ничего не хотим. Мы политикой не интересуемся. Вот это очень вполне молодежная позиция. Вот таких много. Ну я понимаю, что не могут 140 миллионов уехать из России. Конечно, нет. Это нужны какие-то обстоятельства, там, характер определенный. Поэтому что ж тут? Свобода в России, но ее же до конца сейчас как бы не закрыли. Ты все равно, хорошо, ты можешь прилететь в Барселону через Сербию. Выдают загранпаспорта, пожалуйста, открыто Турция, Египет, Грузия, Армения, ну... И кажется, что, ну, все, но еще чуть-чуть ее подзакрутили. Ну, капельку. Ну, в принципе, это же ничего такого. Ну, подзакрутили немножко. Я же не буду из-за этого менять всю свою жизнь. Вот же у меня тут все, вот тут удобно у меня, вот тут квартира, машина, дом, работа. Я привык, я здесь кручусь в этом, а в отпуск, ну, я съезжу в Турцию в отпуск там. Тем более, что в Европу-то ездило очень мало людей на самом деле, если уж так говорить. Поэтому вообще за границу мало в процентном соотношении ездило россиян и отдыхала. А если брать тех людей, которые там из провинции вообще никогда не ездили, я даже... Они какие-то представления, иногда послушаешь, что они говорят, какие здесь ужасные люди, и как тут, не знаю, всем меняют пол насильно, и не знаю, что еще заставляют делать. Поэтому, ну, у кого-то нету представления о том, что здесь происходит, у кого-то есть, но они все равно, ну,
не хотят ничего менять. Ну, это от характера зависит. И еще же дело не только в свободе. Ты причастен. Ты, когда находишься в России, работаешь в России, да, я уже сказала, ты причастен к войне. Ты все равно ты платишь туда, ты вкладываешь в экономику деньги. В любом случае, ты платишь налоги. Ты причастен к войне. А уехал, ну что ж. Разбираемся уже снова. Ну, честно говоря, это интереснее, потому что уже стало государство наше российское все больше и больше эти гайки закручиваются, все сложнее, какие-то мысли вслух говорят, люди уже боятся даже по WhatsApp что-то лишнее написать. В таком вот состоянии находиться да, достаточно тяжело, на самом деле. Стыдно ли быть русской? Ну, я всегда говорила, что это было еще как бы до войны мое утверждение, что нельзя человека гнобить за национальность, потому что это единственное, что он не может поменять. Он может поменять религию, может поменять пол даже, да, может поменять страну, но никак. Национальность не меняется. Вот ты с ней родился. Да. А тем более, когда уже много лет прожил, все равно твой язык родной русский, да, и все равно ничего не сделаешь. Есть определенный менталитет российский и так далее. В этой войне самое страшное то, что нельзя вернуть. Это человеческие жизни. Ну и увечья тяжелые, когда там люди без рук, без ног, тем более детки, у них целая жизнь впереди. У детей психика, кстати, сломана у многих. У меня подруга в Дании живет. Туда много украинцев достаточно приехало. И ее периодически зовут в коммуну, чтобы она переводила. И такого она понаслышалась и мне рассказывает, что прямо страшно. У них слезы на глазах. Детки в детском саду прячутся от громких звуков под скамейку. Залезают и не хотят оттуда вылезать. Я уж не говорю, когда там что-то... Ну, люди без дома, десятки миллионов людей болтаются по Европе, там, по другим странам, оставшись, лишившись своих квартир, своего имущества, своей жизни, работы. И это психологически. То есть я знаю женщину, у которой от всего от этого инсульт на моего возраста случился. Да? У детей это вообще отдельная. Дети войны – это просто наверняка отдельная ужасная тема, потому что им придется работать с психологами. Это очень все серьезно. Поэтому, ну, такие вещи, ну, смерть, естественно, психологические травмы, физические увечья. Потому что война, конечно, закончится, куда она денется? Все войны заканчиваются рано или поздно. Даже русские, украинцы, наверное, не будут с таким ожесточением друг на друга смотреть когда-то. В России тоже там новое поколение вырастет или старое как-то пересмотрит. Ну, вернется все это в норму. Но это долго. Надо понимать, что это десятилетия. Это не секундное дело. Германия после той войны сколько? По-моему, 20 лет приходила в чувство. Поэтому. А у меня не так, я не могу 20 лет своей жизни уже сидеть и ждать. Ой, когда это тут все в чувство придут? Я посижу, действительно, ну что, мне 20 лет меньше, 20 лет больше. Поэтому надо вылезать в нормальную жизнь, поэтому я тоже уехала. То есть тут много аспектов получается, моральные, психологические и экономические. В России сейчас со школьниками сложно, потому что начались вот эти разговоры о важном. Не знаю, что они там им несут, но явно ничего хорошего. Причем это даже в частных школах, я знаю. Потому что она у меня в частной школе училась в России. У меня такое ощущение, что дети, они как будто бы это пропускают мимо ушей. Ну, типа, говорите, нам это все неинтересно. Но
У меня вот такой вот аспект как-то открылся, подумался, не знаю, может, права я или нет. В таком же состоянии были мы в Советском Союзе, в школе, когда нам вот политинформации, англосаксы нападают, сейчас всех захватят, мировое господство, мы как бы самые великие, могучие, непобедимые. Вот это все лили-лили-лили. И мы вроде как мимо ушей пропускали. А что мы видим сейчас по статистике? Именно те люди, которые в Советском Союзе учились в школе, в институте и даже там работали, и все вот это вот прослушали, у них это включилось. У них это взяло и включилось. Но эта статистика, ее даже официальные там источники подтверждают, ну, официальные российские, в смысле, источники, что большинство поддерживает войну именно старшего поколения. И я боюсь, что вот эта вот советская история, она взяла и включилась. Ее не раз бы... О, точно, англосаксы, ну как же, всю жизнь о них переживал. И поэтому это опасно сейчас получается с детьми. Конечно, если это продлится там год-два, то, наверное, это не повлияет. Но если это 5-10 лет, не дай бог, там 20-30, о которых мы говорим, это будет еще одно поколение вот с таким вот странным мировосприятием. Потом, оп, англосаксы. И поэтому это опасно, я считаю. И плюс еще вот две дороги. Это очень полезно иметь альтернативу жизни, чтобы ты мог выбирать. Может быть, вообще в России все будет шоколадно там через, не знаю, 10 лет. Все зацветет пышным цветом. Мы же не знаем, что мы сидим тут рассуждаем. Да, но человек, как бы, который получил образование в Испании, он совершенно спокойно может вернуться в Россию и там работать оторвут с руками и ногами. И он может при этом работать в Испании или в любой другой европейской стране. Он может работать на стыке культур, на, так сказать, совмещении, чтобы одни других понимали. То есть здесь гораздо больше вариантов, конечно, по жизни, я считаю. В Россию вернуться насовсем, я пока даже этого вообще не представляю. Но чтобы туда захотелось приехать, конечно, должна измениться власть, должно что-то поменяться, отношение людей. Может быть, я приезжала бы туда летом на каникулах. Честно говоря, не представляю, потому что вот люди-то эти остались, хорошо, даже власть сменилась, но я-то помню, что было с людьми, которые остались там, что они говорили, как они это поддерживали, и как я смогу после этого быть с ними в тех же отношениях, как раньше. Пока я этого не представляю. Ну, может быть, нужно время, не знаю.